Добрый день. Я Митрошин, компания Арис. Я занимаюсь технической поддержкой по продукции BIAM в компании, провожу семинары обучения. И сегодня у нас небольшой кейс. Это был анонс мероприятия AV Focus, конференция AV Focus, на которой пригласили представителей нескольких компаний, которые должны были, примерно так же, как сегодня у нас здесь все это сделано, выступать и показывать свое оборудование. И нужно было эту трансляцию провести в прямом эфире с прямым вещанием на YouTube. С видеочастью там было все понятно и красиво, замечательно, а как забрать звук из помещения, был вопрос. Организаторы обратились к нам, и, в общем-то, мы им предложили решение от компании BIAM. Сейчас я расскажу, какое и почему именно его. Так, вот теперь та же самая картиночка для того, чтобы... Еще раз? Сейчас все будет. Да, для того, чтобы вы видели реальное помещение. И вот эти два микрофона были установлены вот таким образом на столе. Вокруг сидело, получается, 6 участников, и напротив сидел организатор. Примерно вот так это выглядело. То есть микрофон находился первый здесь, второй, примерно вот здесь. Организатор на расстоянии примерно 3 метров находился. Что было из оборудования? Ноутбук, 2 камеры, подключенные к видеомикшеру, экран, и, соответственно, трансляция в интернет должна была происходить. Мы предложили решение BIAM Devio. Это, как сам BIAM позиционирует, решение для Unified Communications. Что бы это ни значило. В общем, это устройство для небольших переговорных комнат, которое вам обеспечит и звук, и возможность коммутации видео, там интеграцию с телефонией, но это чуть попозже. Что мы делали? Давайте сейчас расскажу. Мы подсоединили к ноутбуку Devio и микрофоны Devio, которые располагались на столе вот таким образом, кабелем Cat5 по цепочке подсоединили тоже к центральному устройству. Почему мы выбрали именно Devio? Здесь нужно рассказать об особенности этих микрофонов. Точнее, это микрофонные массивы. Все знают, что такое микрофонные массивы. Здесь немножко то, что вы знаете, но чуть-чуть то, чего нет у других производителей. Может быть, в каком-то виде оно представлено, но не совсем так, как это у BIAM сделано. Охват 360 градусов. У нас есть 3 зоны. 8 капсулей внутри микрофонного массива обеспечивают 3 разные зоны по 120 градусов. И внутри каждой зоны есть так называемый, то есть это у нас называется beamforming. Внутри каждой зоны есть некий луч, который по этой зоне бродит, отслеживает говорящего человека. Таких лучей получается тоже 3. И это уже называется у BIAM beam tracking. То есть здесь beamforming и beam tracking. Естественно, здесь есть автомикширование. То есть, для чего нужно автомикширование? Если у нас говорит только один человек, луч направляется на него. Остальные зоны закрыты получаются. Соответственно, в микс не попадает ни шум, какой-то фоновый, или шум бумаги, шелест, стук дверей и так далее. То есть у нас микс получается более чистым. Если говорят несколько участников, соответственно, автомикшер микширует их правильным образом, для того, чтобы всех было слышно одинаково хорошо. Взвешивание лучей. То есть, когда человек, мы не знаем, как будет располагаться наша группа людей, которую мы собираемся озвучивать, мы не знаем, как будет располагаться физический микрофон. Если человек находится, например, попал голос между 2 зонами, попадает одинаково из в другую, алгоритм взвешивает, какой сигнал приходит громче и, соответственно, оставляет только ту зону, в которую он приходит с лучшим качеством, с лучшей громкостью. Слежение за голосом. Перемещаясь вокруг микрофона, получается,
вдоль вертикальной оси микрофона. То есть если я встал из-за стола, решил подойти куда-то, показать что-то на экране, на доске нарисовать, вообще, может быть, отвернулся от микрофона, алгоритм все равно будет следить за мной. То есть, опять же, это дает свободу действий в переговорной комнате, дает возможность вести себя максимально естественно. И автопереключение микрофонов – важная тоже вещь. К Devio можно подключить два микрофона по цепочке. Соответственно, если эти два микрофона будут работать одновременно, мы можем получить наложение фаз, гребенчатый фильтр, все эти неприятные вещи. Devio работает таким образом, то есть к какому микрофону я нахожусь ближе, тот микрофон в данный момент меня слушает. Если я начинаю перемещаться между этими микрофонами, происходит автоматическое переключение на тот микрофон, к которому я ближе нахожусь. То есть это тоже важно для получения более чистого звука, большей разборчивости. 3 минуты. Ну и автоматическое управление громкостью — это всем известный алгоритм АГЦ, Auto-Gain Control. То есть если мы отодвигаемся, микрофон нас усиливает, наш сигнал. Если мы слишком близко к нему или начали громко говорить, соответственно, он ослабляет. Значит, эта схема, на нее вообще сейчас можно особо внимания не обращать. Здесь у нас возникла проблема. Мы хотели получить звук с микрофона локально. В Biamp нет возможности взять, подключить микрофон и услышать самого себя в этом же помещении, потому что устройство предназначено для общения с удаленным собеседником. Соответственно, услышать через те колонки, через громкоговорители, которые к этому Biamp подключены, мы можем только нашего удаленного собеседника. Ну, опять же, зато нет проблем с фидбэком. Вся вот эта зеленая часть, то, что касается звука, она уходит там только через USB. И, в общем, мы столкнулись с такой проблемой. Как же нам взять звук с наших микрофонов и отправить его в видеомикшер, который был подключен по HDMI к компьютеру? Что мы сделали? В общем, мы включили мониторинг, так как Devio определяется в операционной системе Windows как устройство, подключенное по USB, вход и выход. Мы подключили мониторинг, то есть прослушивание входного сигнала от Devio, и в качестве устройства воспроизведения по умолчанию сделали выход на компьютере HDMI. Таким образом мы слышали микрофоны и воспроизводили этот сигнал на HDMI, который в дальнейшем попадал на видеомикшер. В общем-то, легко и просто, но немножко было нетипично. То есть, когда не совсем понимаешь, что нужно сделать, то есть задача чуть-чуть не та, для которой эта железка предназначена, пришлось немножко выкручиваться. Тут пара слов о микшере. На самом деле все просто. Вот как раз презентация Роланда, я думаю, все понятно из нее. То есть у нас было 2 камеры, мы делали картинку в картинке, мы делали периодическое переключение между группой говорящих людей и ведущим. Далее вы посмотрите просто видео, и все будет понятно. Немножко об основной. Вот это типичный сценарий применения Devio. То есть это устройство все в одном. Телефония, HDMI. Время кончается, я чувствую. Подойдите, пожалуйста, я вам расскажу более подробно. То есть устройство может очень много. Это не просто микрофонный массив. У него есть свое ПО, через которое оно настраивается, там прошивки. Устройства все видны, если они в сети, их много, они все видны через ПО, ими можно управлять. Это ссылка на видео и QR-код на тот момент, который начинается на 41:27, чтобы послушать, как шла демонстрация, как на том мероприятии, как было слышно всех участников. И как раз на 41:27 начинается момент, где мы тестируем Devio именно в этой комнате, в которой происходило мероприятие анонс. Да, спасибо. Кажется, все. Да, спасибо большое. Традиционный вопрос.